Магия рядом, магия здесь. И мы посмотрим с вами сегодня, что происходит у вас за спиной и что у вас на пороге судьбы. На Таро вампиров. Я считаю, это прекрасная колода. Те, кто думает, что я грустная, это неправда. Я не грустная. У меня просто нет больше возможности много кричать в камеру. Такое бывает. Я уже рассказывала в другом своем видео, но вдруг вы не смотрели. Я очень громко говорила, и меня слышно было на всю улицу, поэтому я больше громко говорить не буду. Может быть, это будет в стиле АСМР. Надеюсь, что вам понравится. А еще надеюсь, что вам нравится Таро вампиров, Таро ВН, Алехандро Галуччи. Один из моих любимчиков. Итак, что происходит у вас за спиной, что у вас на пороге судьбы? Будем сейчас смотреть. И 3 позиции будет 3. В этот раз 3, потому что так лучше будет. Так моя интуиция меня повела. Итак, снимем. Отлично. Вот послание вам от высших сил, что сейчас вы как будто бы, окунаетесь в прошлое много, да? Прошлое дало вам опыт, вы его должны поблагодарить, и вы на пороге чего-то счастливого и прекрасного. Может быть, даже будет какое-то откровение свыше, которое вы очень давно ждали. Это послание для тех, кто смотрит видео с самого начала. Если вы увидели его, пишите. Итак, наши 3 позиции. Первая карта — это вы сейчас. Кто вы? Кто вы в Таро вампиров? Тик-тик-тик. Это, знаете, ваза, чашка и чайник. Кто-то считает, что это урна для погребения. Так, 1, 2 и 3 позиция. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с 1. Я выбираю наши позиции. Первая карта — это вы сейчас. Кто? Этой штуке больше 100 лет. Представляете? Я ее купила на барахолке. Как ты сюда попала? Я ведь тасовала колоду. А? 6 кубков наша. Вот вы сейчас очень много смотрите в прошлое, много вспоминаете и как будто бы даже живете в прошлом. Но есть такой момент, что вы скоро, как будто бы откажетесь от этого прошлого, и вы на пороге этого, на пороге вот такого откровения для себя, что прошлое прошло, вы его отпускаете, назад дороги нет. Но сейчас вы много смотрите в прошлое и много пытаетесь там вот прям найти правды, что ли, какой-то. Вопросы. Пытаетесь найти ответы, пытаетесь как-то вот помочь себе. Может быть, даже ждете кого-то из прошлого. Может быть такое. И мое мнение здесь, что это нужно уметь проживать. Уметь понимать, да, что такое прошлое. Также, конечно, здесь нужно всегда помнить о том, что мы не вечные. И жить в прошлом — это значит просто прожигать свою жизнь. Поэтому всегда помните о том, что время невероятно драгоценная штука для вас. И вы не можете
подарить это время кому-то из этого прошлого или чему-то, что не идет к вам в руки. Вот. Но это опыт ваш, да? И сейчас вы вспоминаете, много вспоминаете. Вот если вы себя не узнаете, значит, вам нужно в другой позиции первую карту посмотреть. По этой карте человек невероятно много вспоминает, и ему нужно ценить время и понимать, что мы не вечны. Хорошо. Что происходит у вас за спиной сейчас? За спиной. За спиной судьба вращает свое колесо. За спиной у вас сейчас все меняется, но вы этого не видите. И более того, как будто бы вы не заметили, как прошли судьбоносный поворот, повернули вот совершенно в другую сторону, сейчас идете, меняете свою жизнь и не видите этого, и не понимаете этого. О вас говорят за спиной мужчина и женщина. И много обсуждают прошлое, тоже прошлое. И много вспоминают из этого прошлого и касаемо вас. Вот это тоже за спиной происходит. Карты говорят, что кто-то постоянно думает о вас, фантазирует о вас именно сейчас, на сегодняшний день, и вы не знаете об этом совершенно. Более того, этот кто-то тоже может влиять на вашу судьбу вот тем, что желает вас. И на самом деле вот вы живете уже в измененной реальности. Вы этого, может быть, не совсем замечаете, не отдаете себе отчета, но вы живете в измененной реальности. И тот, кто желает вас, он может действительно, вот знаете, вот прямо за спиной делать столько действий в вашу сторону, а вы пока что этого совершенно не видите. Совершенно. Вам нужно сейчас узнать, какой поворот судьбы у вас идет. А она у вас уже прям вот уже повернула. Вы знаете, перемена будет в вас, то есть вы себя не будете узнавать вообще. Вы начнете понимать, что поменялись изнутри, что у вас меняется характер, что у вас меняются привычки. Вы как будто бы увидите совершенно другую свою сторону. Вот прям очень скоро. Вот прям, ну, буквально на днях. Что у вас на пороге судьбы? Вы полностью отрубите прошлое. Полностью откажетесь от прошлого, от себя, от прошлого. Вот как вот вы видите себя сейчас, да, какой вы человек. Вы полностью поменяетесь и откажетесь от того, кем вы были. Вообще. Идет озарение, счастье, невероятное счастье. Но вот знаете как? Такое чувство, да, что ваша личность, одна из личностей, вот как сказать, которая была всегда на поверхности, она полностью уходит. Сгорает, умирает, я не знаю. Вы будете счастливы, но по-другому, чем вы думаете. И в другой истории, чем вы сейчас представляете. Но вас ждет именно процветание и изобилие в жизни. По сути, вам еще даже придется где-то учиться. Даже если вам кажется, что вы уже не в том возрасте, чтобы учиться, вы будете где-то учиться, вы прям пойдете учиться. Рядом будет человек, который будет вас постоянно уравновешивать и успокаивать, и исцелять вашу душу противоположного пола. Вы знаете, он даст вам все. Он очень-очень щедрый человек.
Он сначала будет вас успокаивать, он сначала будет вас исцелять, а потом у вас будут с ним отношения, с этим человеком. Причем такие невероятные отношения, когда вы начинаете понимать, что о вас заботятся. Вот прям по-настоящему заботятся от всей своей души. Вот прям целуют, не знаю, там в щечки, в ручки постоянно, там одеялко подают. Вот такое. И вообще все будет иначе. Не так, как вы себе это представляете, и не с тем, как говорится. Не так и не с тем. И это уже вот понеслась. Понимаете, вот колесо-то, оно уже за вашей спиной прям развернулось. Это судьбы вашей. Судьба переиначена полностью ваша. Вы уже живете в другой судьбе. Вот так. Причем вы очень хотели свою несчастливую судьбу изменить. Было такое. Вот согласитесь, было. Вы так погрузились в прошлое, что вы этого не поняли, что она изменилась в лучшую сторону. И вы это вот прям скоро поймете. Вот прям уже вот прям на днях. Ну и да, вас ждет большое счастье, но как бы именно не так, как вы себе его вообще представили. Вот иначе. Совсем иначе. Вот такая позиция. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Позиция номер 2. Чашка. Кто-то любит чашки. Ей больше 100 лет этой чашки. Так, первая карта — это вы. Кто вы? Кто ко мне пришел на расклад? Ну, здесь идет такой момент, вот сейчас у вас в жизни, что вы ставите себе совершенно новые задачи. Задачи, о которых раньше и не думали, да, и не знали, что будете себе их ставить. И более того, вы, возможно, хотите куда-то перейти, перемен каких-то хотите. Ну, например, поменять работу, поменять жилье, поменять обстановку в доме, сделать ремонт. Вот вы сейчас такой создатель, созидатель, да? У вас есть рядом верный человек, который действительно вас всегда поддержит. Замечаете ли вы его? Если не ваша история, просто смените позицию. Есть же и другие, так скажем, описания личностей. Вот, а здесь у нас тот, кто строит планы на будущее, собирается что-то изменить, и рядом есть поддержка. То есть кто-то верный, кто-то любящий, кто-то, кто никогда не предаст, не оставит. Вот кто-то, кто любит вас прям от души, но не обязательно как там для отношений, да. То есть это может быть, кто-то родственник, друг, просто там ребенок ваш, кто угодно, кто именно очень близок и нужен вам. И вот вы не одинокий человек, понимаете? Здесь как бы такая история кого-то, но не одинокого человека. В жизни вы не одиноки. Даже если у вас любви нет, но вы никогда не одиноки. Вот так. Вы не бываете даже, скорее всего, одни. Вот в одиночестве. Редко такое бывает. Так. Так, что у вас происходит за спиной? Кто-то вас очень сильно осуждает. Прям вот вы для них как осужденный, понимаете? Кто-то считает вас виновным человеком в своих каких-то бедах, несчастьях. Этот человек не в своем совсем-то уме. То есть вот есть такой момент, что бывают люди, они выглядят адекватными, но они неадекватные, у них уже пошел слом в психике, понимаете? И вот есть человек, этот человек у вас за спиной, вы не всегда о нем соображаете, вы не всегда его видите, который обвиняет вас, и у него не в порядке с головой. Скорее всего, это женщина. Вот мне так кажется. Все индивидуально, это может быть и мужчина, конечно. Просто у меня такое было как бы чувство женское, не знаю. Этот человек находится, возможно, на расстоянии от вас или собирается куда-то ехать. Есть еще момент по колеснице, что кто-то у вас за спиной собирается в
дорогу, может быть, но вам об этом не говорит. Да. Этот человек не хочет сообщать о своих планах. Вот это уже мужчина. То есть, если особенно... Ой, извиняюсь, что толкнула камеру. Если особенно ваш враг, ну не враг, а тот, кто вас обвиняет, женщина, и она не на расстоянии, то мужчина хочет уехать куда-то и молчит. Вот так. Какой-то человек, мужчина за спиной, строит планы на поездку и молчит. Отвернулся, как будто. Что у вас на пороге судьбы? Помощь. От кого-то будет очень большая помощь, поддержка, деньги, вложения в вас, подарки, премии. Вот как идет вам, ну как больше-то именно материальная какая-то финансовая поддержка, большая любовь на пороге судьбы, взаимная любовь, именно счастье такое большое человеческое, с любимым человеком, который как или кармический партнер, или родственная душа, или этот человек, вторая половинка, близнецовая половинка, называйте как хотите. Очень-очень сильные чувства друг к другу, очень такое большое единение душ будет. Я считаю, классная карта. Да, вы будете прям, ну, искать свое счастье и найдете, да? То есть бывают люди ищут своего счастья, но не находят, а вы найдете свое счастье. Сейчас, да, сейчас вы не совсем себя идеально счастливым человеком чувствуете. Карты показывают, что кто-то будет страдать по вам. Это тоже на пороге судьбы. Очень сильное страдание будет изнутри. И пытаться будет поговорить с вами по душам. Вы знаете, бывает такое, что когда ты счастлив или счастлива, есть кто-то, кто в этот момент становится, наоборот, несчастлив от этого. Он не хочет делить твое счастье, он не хочет поддерживать твое счастье. Он хочет об тебя быть счастливым сам. И вот у вас такая ситуация. Кто-то хочет об вас быть счастливым сам, но не выйдет. У вас будет свое счастье, а этот человек будет очень страдать на разрыв, прям боль, переживание, мучение, одиночество. То есть это не вы кого-то сделаете несчастным, да? Это кто-то сам себя об вас сделает несчастным, когда хотел, наоборот, сделать себя об вас счастливым. И за спиной у вас есть уже тот, кто вас обвиняет, или та скорее, да, в своих каких-то несчастьях, бедах, хотя вы не виноваты. И за спиной у вас кто-то строит планы куда-то уехать, возможно, мужского пола. И вы-то будете счастливы с кем-то, кого вы или полюбите, или уже любите, да? У вас новые перемены в жизни, вы найдете свое счастье, вам идет помощь. А вот кто-то как совершает сейчас за вашей спиной ошибку, скорее всего. И он будет очень жалеть об этой ошибке. Очень сильно. Ну, такая вторая позиция. Идем дальше. Чайник. Столетний чайник. Так. Тема у нас, что происходит у вас за спиной и что у вас на пороге судьбы. И первая карта — это вы. Кто вы? Вы такой вот, знаете, прям хороший, такой честный, наблюдательный человек, искренний, добрый и очень умный. У вас есть близкие, которые считают вас своим человеком. Это не значит, что вы должны вот перед ними показывать что-то, придумывать что-то, выслуживаться. Нет, они вас принимают тем, кто вы есть. И есть чужаки, кто считает вас и врагом,
и человеком сухим, безжизненным и жестоким. Понимаете? Вот вы такой человек, что у вас есть либо свои, либо чужие, а средних нет. Вот нет и все тут. Вы как-то вот мало людей пускаете в свое пространство просто так вот абы как. Тут нужно экзамен сдать, чтобы к вам в это пространство попасть. Хорошо, давайте посмотрим, что у вас за спиной происходит сейчас. Обалдеть. У вас сейчас за спиной кто-то крутит роман. Но эти люди, скорее всего, думают, что вам это интересно, а вам это не интересно. У вас за спиной есть кто-то, кто любит вас. Этот человек к этим людям никакого отношения не имеет. Любит страстно, мучительно, на разрыв. И не хочет отпускать ни за что вас. Если уже схватит за руку, не отпустит никогда. Прям никогда. У вас за спиной сейчас к вам двигается большая удача и ваша победа, но вы этого не видите. Вы пока не знаете о том, что скоро вам очень крупно повезет в чем-то. Но это только благодаря вашим жизненным заслугам и вашей внутренней силе. Вы все это сделали сами. И у вас за спиной кто-то есть, кто презирает вас и ненавидит вас, думая, что вы виноваты в одиночестве этого человека. Это женщина. Как бы, вот понимаете, в жизни каждого человека может быть такое. Понимаете, вот каждого, что кто-то его обвиняет в том, что он сам является одиночкой. Но на самом деле, конечно, вы ни в чем не виноваты. Вы не делали никого одиноким человеком. Помните об этом, что этот человек за спиной вас обвиняет и злится, и ненавидит. Но это не значит, что вы виноваты. Это значит, что человек не смог взять ответственность за свою жизнь на себя и пытается переложить ее на других людей. А вы попались. Что у вас на пороге судьбы? К вам кто-то будет очень пробиваться, биться, наблюдать за вами, общаться, пытаться, да. Ну, этот человек вас любит, прям вот, не знаю, прям жажда у него к вам такая, как у вампира к жертве, да, только по-другому. Ну, не знаю, как сказать. Ну, раз это Таро вампиров, я поэтому так сказала. Это не значит, что это энергетический вампир, который пытается выпить из вас всю кровь. Скорее, он хочет отдать вам, наоборот, много энергии. То есть такой человек. Это не плохой человек. Этот человек вас обожает. Он готов вам сделать все. Примете ли вы его? Он знает, что вы чужаков не любите и что можете его не принять. Боится вас. Но вы будете вместе, однако через трудности. Вы его очень обидите. Прям очень. Но он все равно будет пытаться быть с вами, несмотря на это. Но от вас к нему идет обида в будущем. Вы его прям можете раскатать, растоптать. Вот проедетесь по нему, прям по этому человеку. Очень-очень сильно он от вас пострадает, но он это выдержит и решит, что вам все равно нужно быть вместе. У вас в будущем на пороге судьбы переезд. Переезд или поездка куда-то на дальнее расстояние, далекое. Может, с целью отдыха быть. С целью отдыха может быть. Или куда вы переедете, там долгое время будете отдыхать. Кто-то будет... У меня что-то луна упала. Кто-то будет пытаться на вас магичить и делать зло. Кто это?
Это кто-то, кто очень сильно и сам страдает, является одиноким человеком. Может быть, это та женщина, которая вас обвиняет в своем одиночестве. Но вас защищают высшие силы, и тот человек, который вас любит, он будет за вас прям горой стоять. Вот знаете, такая мощь у него, сила такая, желание быть с вами, что он будет горой стоять за вас и ни за что не позволит вас кому-то обижать. А еще у вас очень мощный, скорее всего, ангел-хранитель. Вот высшие силы, кто вам желает зла, всем по башке надают. Ну, карты показывают, что у вас еще в будущем много борьбы и много побед. Но в итоге вы взойдете на престол. И, может быть, будете либо управлять кем-то, чем-то, либо там, ну, вот куда-то как вот свой бизнес, может быть, как бы нанимаете персонал, например. Или вы там в семье самый главный человек будете, понимаете? То есть вот карты говорят, что у вас еще очень много впереди интересного. Ну и борьбы очень много, ярких событий каких-то. Вам придется еще этому миру себя показать и продемонстрировать. Ну вот такой ответ дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч.